Все были сосредоточены на мероприятии Хоблат, но камера случайно запечатлела нечто гораздо более важное, как Чингук улыбнулся, замер и, казалось, пытался вспомнить имя, пока появление Тэхёна не превратило этот обычный момент в доказательство связи, которую уже невозможно было скрыть. Здравствуйте, все! Недавно Чингук закончил мероприятие Хоблат и собирался уходить, но прежде чем это сделать, он остановился, чтобы поприветствовать всех преданных поклонников, ожидавших его. Он низко поклонился и приветливо помахал рукой каждому, кто окликнул его по имени, простой жест, наполненный смыслом. Несколько телохранителей окружили его, пока он медленно шел, обеспечивая его безопасное передвижение сквозь толпу, несмотря на напряженный и утомительный день. Несмотря на это, Чингук сохранял свою сияющую улыбку до самого выхода, улыбка, отражающая его характерную и неизменную доброту. В такие моменты Чингук всегда излучает особую, успокаивающую энергию, кажется, она исцеляет сердце всех, кто его видит. Его чистая и искренняя натура выделяется из толпы, это видно по его спонтанной улыбке и тому, как его глаза сияют радостью, когда он общается с поклонниками. То же самое верно и в присутствии Тэхёна, у них обоих есть природная способность трогать сердце других, просто будучи самими собой. Влияние, которое они оказывают при каждой встрече, необыкновенно, доказывая, что их влияние выходит за рамки профессиональной сферы. Генеральный директор Хоблат тепло приветствовал Чингука, его благодарность за присутствие на мероприятии была очевидна. На протяжении всего торжества Чингук немного танцевал под фоновую музыку, двигаясь естественно и наслаждаясь каждым моментом. Его ослепительная улыбка озаряла комнату, а глаза сияли радостью, излучая искреннее счастье. В таком спокойном состоянии Чингук казался в своей стихии, как и Тэхён в похожие моменты. Несмотря на то, что он суперзвезда, привлекающая внимание тысяч людей, Чингук сохраняет восхитительную застенчивость, эта двойственность делает его еще более особенным. Сочетание его статуса публичной фигуры и сдержанности, его самое восхитительное качество, отражающееся в каждом застенчивом взгляде, который он получает, когда ему делают комплименты. Его чистая, скромная и добрая душа проявляется в каждом его жесте, качества, которые остались неизменными на протяжении многих лет. Со временем Чингук стал реалистичным, уважительным и благодарным человеком, всегда благодарным за любовь и внимание, которое он получает. Когда он пел «7», это сочетание яркой улыбки и присущей ему застенчивости снова очаровало всех присутствующих, напомнив всем, почему его так любят. Чингук действительно прекрасен, как внутри, так и снаружи, он заслуживает всей любви в мире за свою неизменную искренность. Его благодарность очевидна в каждом взаимодействии, в каждом искреннем выражении благодарности. Отношения между Чингуком и Тэхёном воплощены в мелочах, в простых вещах, которые раскрывают их особую связь. Когда они проводят время вместе, очевидна естественная близость, понимание, которое превосходит слова. Они оба сохраняют ту сущность, которая делает их уникальными, оставаясь тронутыми простыми радостями жизни. Именно эта искренность позволяет их связи выстоять и продолжать расти, демонстрируя, что самое ценное – это не то, что демонстрируется публике, а то, кем они являются, когда никто не смотрит. Любовь между Тэхёном и Чингуком выражается по-разному, иногда через нежные прикосновения или обожающие взгляды. В других случаях, через конкретные действия, демонстрирующие их чувства, бывают даже моменты, когда они смело и громко выражают свою любовь напрямую. Эти выражения всегда искренние, они идут из глубины их сердец. Один из самых прекрасных моментов происходит, когда Тэхён поет песню Джона Ледженда «All of Me», его голос звучит так красиво и проникновенно. Во время пения он смотрит на Чингука с улыбкой и сверкающими глазами, словно эта песня была предназначена только для него. Слова «потому что все мое существо любит тебя целиком», «ты, мой конец и мое начало» приобретают гораздо более глубокий смысл, когда их поют таким образом. Чингук, совершенно очарованный, без колебаний подпевает, он идеально гармонирует с Тэхёном, когда тот поет «Отдай мне всего себя, и я отдам тебе все свое сердце».
Любовь между ними в тот момент ощущалась мощной и глубокой. Это было одно из самых романтических признаний в любви, которые когда-либо были увидены. Продолжая петь о любви ко всему, включая несовершенство, Тэхён выразил чистую, искреннюю и безусловную любовь. Любовь Тэкука – это полное принятие, любовь без желания что-либо изменить. Это основа истинной и прочной любви, любви, которая вдохновляет и согревает сердце. Их отношения демонстрируют, как два человека могут дополнять друг друга всем сердцем, поддерживая друг друга в любой ситуации. Связь между Тэхёном и Чингуком неуклонно крепла с течением времени, она не зависит исключительно от важных событий. Их близость отражается в повседневной поддержке, во взглядах, улыбках и в том, как они ищут друг друга в толпе. Эти простые жесты раскрывают глубину их отношений, они отражают доверие и безопасность, которые могут только расти со временем и искренностью. С каждым шагом, который они делают вместе, становится ясно, как эта близость развивается без усилий, как будто быть вместе стало для них естественным языком. Нет необходимости что-либо объяснять или подтверждать, достаточно просто быть рядом, чтобы понимать друг друга. Тишина между ними никогда не кажется неловкой, наоборот, она становится безопасным пространством, где чувства могут спокойно сосуществовать. Чингук часто проявляет небольшие проявления внимания, которые большинство людей едва замечают, например, следит за тем, чтобы Тэхён шел рядом с ним, или рефлексивно поворачивает голову, когда его зовут по имени. Эти жесты кажутся простыми, но несут в себе глубокий и искренний смысл. Такое внимание рождается из постоянной заботы, а не из мимолетного импульса. Тэхён отвечает также мягко, легкая улыбка, которая появляется только тогда, когда рядом Чингук, или теплый взгляд, словно говорящий, что все в порядке. Он привносит успокаивающее равновесие, его присутствие служит прочной эмоциональной опорой. В это время они находят гармоничный ритм. Время научило их читать друг друга молча, понимать настроение просто по языку тела. Когда один выглядит уставшим, другой всегда рядом, предлагая поддержку без слов. Эта внимательность демонстрирует эмоциональную зрелость, результат долгого и трудного времени, проведенного вместе. В свете софитов и требований мира развлечений они сохраняют священное личное пространство, пространство, где допустима честность и уязвимость. Именно там они могут быть самими собой, без масок, без ожиданий. Эта подлинность становится укрепляющим фундаментом, сохраняющим их отношения нетронутыми в условиях перемен. Бывают моменты, когда счастье заключается в тихом смехе, простой шутке, которую понимают только они. Эти моменты могут быть скрыты от камеры, но они самые значимые. Истинное счастье часто кроется в том, что не показано. Они научились искренне радоваться успехам друг друга, без зависти и соперничества. Каждое достижение они отмечали как общую победу, потому что их пути были тесно переплетены. Эта постоянная поддержка способствовала чувству безопасности, укрепляя веру в то, что они не одиноки. В сложных ситуациях их близость становилась источником силы, опорой, на которую можно опереться, когда давление ощущалось тяжелым. Верное присутствие придавало мужество, напоминание о том, что всегда есть рука, готовая поддержать. Эта преданность была тихой, но глубокой и вселяющей уверенность. Доверие, которое они построили, позволило им быть уязвимыми, делиться страхами и надеждами, не боясь осуждения. Они слушали с сочувствием и отвечали с пониманием. Эта открытость углубила их связь, сделав ее чем-то большим, чем просто случайное общение. Со временем они научились ценить свои различия, видя в них дополнения, а не препятствия. Различия в характерах на самом деле создавали баланс, обогащая динамику отношений. В этом принятии любовь обрела свою самую зрелую форму. Они поняли, что любовь – это не всегда большие моменты, это постоянство в мелочах. Приходить вовремя, помнить простые детали, проявлять заботу, даже если их об этом не просят. Эти привычки медленно, но верно сплетали близость. Когда мир требовал совершенства, они выбрали честность, они принимают несовершенство как часть человеческой природы. Такое отношение освобождает, оно позволяет им расти без давления необходимости всегда быть идеальными. Их любовь дает им пространство для обучения и роста.
Когда они вместе, возникает чувство спокойствия, как будто шум мира на мгновение стихает. Это спокойствие не случайность, это плод взращивания доверия и понимания. В этом спокойствии они находят дом. Им не нужно публичное признание, чтобы подтвердить свои чувства, они нашли истинный смысл друг в друге. Наибольшее подтверждение приходит от постоянного пребывания вместе, от выбора остаться и заботиться друг о друге. Это обязательство не зависит от внимания общественности. Каждое путешествие приносит новые уроки, и они преодолевают их вместе.